Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую декаду ноября для знака зодиака Козерог. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы посмотрим советы или предупреждения от Таро. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Козероги, первая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале ноября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта. У кого не есть? Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Я не думаю, что это предупреждение. И сюрприз, неожиданность. Козероги, первая декада ноября. Как интересно, у вас компас и звезда, да? Да, компас и звезда. Но компас всегда показывает выбор пути, выбор направления. Иногда она говорит, что вам нужно сейчас остановиться, составить план и продумать стратегию, как вы хотите достичь желаемого. Шанс вам предоставится. Тут или для того, чтобы ваша мечта сбылась, вам нужно будет рискнуть, или наоборот, карта говорит, вас ждет удача. Но вы должны понимать, куда вы движетесь. Компас всегда может говорить, что на пути к вашей цели вам неожиданно могут помочь другие люди или какие-то обстоятельства. Да, может быть, кто-то вам будет какие-то советы давать, но здесь карта говорит, вы должны идти по своему собственному пути. Если совет дельный, прислушайтесь, и если нет, то не обращайте внимания. Хорошо, в начале ноября тут у вас прям прослеживается, что в отношениях любовный треугольник, и кто-то уходит из отношений. Также здесь может быть, конечно, и какая-то ситуация в вашем доме зависла. Может быть, это решение вопросов, например, с переездом, там, с жильем. То ли вы продать что-то не можете очень долго, то ли купить не можете. То есть, может быть, еще, знаете, вот две карты говорят о сложном финансовом положении, потому что тут и в деньгах у нас четверка мечей, вообще нет движения денег. Может быть, кто-то сейчас работу потерял, но надежда у вас тут хорошая появляется. Или, может быть, вы кредитов набрали, вот не знаете, как выпутаться из какой-то ситуации. Еще вот по компасу и по повешенному, у него он же висит вниз головой. Может быть, вы в каком-то вопросе зашли в тупик, вот заблудились, не знаете, как вам выбраться. Ну, давайте посмотрим, с чем у вас повешенный связан. Императрица. Это ли какие-то ваши творческие проекты, или что-то здесь опять же связано с отношениями, с домом, с семьей. У кого-то вот прям ребенок идет, да, вот императрица, а ребеночек у нас выходит головой. Может быть, у кого-то здесь роды. Башня-то это может быть неожиданно, может быть раньше срока. Или башня всегда меняет наши планы. Мы планируем одно, да, как мы говорим, мы предполагаем одно, а Господь располагает другим. Да, у кого-то может быть здесь реально в отношениях еще десятка, ну вот прям вот тяжесть, да, вот женщина под бременем вынашивания малыша, и уже тяжело, когда последние дни доходят, то очень тяжко. Так, давайте я тогда посмотрю башню.
Это еще если связано с работой, это вот подвисли все ваши проекты, замыслы, вот что, над чем вы трудились. Десятка говорит, работы много, а результата нет, отдачи нет. Так, хорошо, давайте мы уточним башню для тех, кто в отношениях или в браке. Да, но семерка это не очень хорошая карта на отношения. Да, у кого-то здесь развод. Развод из-за того, что тянули вы эту ношу, и вам уже тяжко, ну, участвовали, скорее всего, или в отношениях с несвободным человеком, и человек постоянно увиливал, тянул решение вопроса. Вот я сейчас разведусь, там, и мы поженимся. Ну, скорее всего, это обман. Десятка всегда показывает очень сложные отношения, тяжелые. Это иногда женщина там думает, это мой крест, и мне его нести. Но, скорее всего, вот этот крест, который вы несли, он уже, по-моему, берега попутал, обнаглел, и вы уже принимаете решение, все, больше не хочу. Это чувствовать себя в отношениях, в любви жертвой. Будь то человек был женат, или это вы в браке состояли, ваш благоверный, там, благоверная, на стороне кого-то себе нашел. Это или составить разговор, прийти к обоюдному решению и подавать на развод, или расставаться. Для тех, у кого идет ребеночек, да, кто рожает, семерка может говорить, что роды будут через кесарево. Почему? Повешенный лег. Может быть, ребенок перевернулся. Может быть, здесь неожиданность из-за того, что назначат операцию. Может быть, вы хотели родить сами. Но, в принципе, здесь все произойдет. Вы победите эту ситуацию. Да, вот туз пентаклей, это тоже 7 у нас. То есть здесь все пройдет хорошо, но, скорее всего, вам предложат операцию. Тут еще, знаете, вот по этим картам может быть ребенок очень крупный. Может быть, вы сами маленькая, худенькая, а малыш там килограмма 4 с чем-то. Конечно, врачи всегда страхуются. У кого-то может быть здесь подписание договора, покупка-продажа недвижимости. Но смотрите, здесь ложится семерка. Проверяйте все документы. Прежде чем подписывать договор, может быть, посоветуйтесь с юристами. Да, хорошо. Все сказала. Для тех, кто в поиске любви. Нет, поиска нет. Человек разочаровался полностью в противоположном поле. Кто-то, может быть, куда-то собирается уезжать. Вот компас, выбираете новое направление. Может быть, вы собираетесь уехать там по работе в другой город, в другую страну. Или здесь вот реально кто-то ушел из отношений. Вот еще кубки дымят. Только-только закончились отношения, брак. Пока к новой любви вы просто эмоционально не готовы. Ну, мы же смотрим всего 10 дней. Поэтому здесь пока новых отношений я у вас не вижу. Работа, карьера, бизнес. Тут, скорее всего, работаете вы на себя. Старший аркан отшельник – это идти по своему собственному пути, по пути своего предназначения. Это может быть давать какие-то консультации, советы. Не знаю, может быть, вы юрист или преподаватель, может быть, какие-то курсы ведете, может быть, опять же, через интернет. Если вот эти карты показывают вас, вот вы работаете над каким-то своим проектом, да, вот что-то свое там, как я уже сказала, может быть, вот как-то все очень медленно развивается, тяжело, много работы, а отдачи мало, как я говорила. Может быть, вот Ленорман говорит вам как совет или сюрприз, может быть, выбрать еще какие-то направления. Может быть, если вы работаете там в офисе, может быть, попробовать какие-то курсы, вот звезды, да, через интернет. Здесь вас может дать удача. Знаете, как выстрелит. Или выбрать еще какие-то пути, направления для расширения. А для тех, кто в поиске, старший аркан Солнца, да, это обретение или работы, получение, или здесь формирование какого-то творческого проекта. Может быть, даже вот тут 3 человека с кем-то вы тут собираетесь. Может быть, это семейный бизнес, друзья. Может быть, какие-то люди, с которыми вы раньше работали. Здесь могут быть какие-то новые проекты, новые предприятия.
Но Солнце всегда говорит, вот вы были без работы, это ясность, это решение всех трудностей, решение финансовых вопросов. И, как правило, карта говорит, вас ждет успех, что бы вы здесь ни начинали, работа на кого-то, это будет движение по карьерной лестнице. Если какое-то свое, то это слава, удача, это авторитет, это признание, это найти свое место под солнцем. Вот совет предупреждения, туз пентаклей, да, это может быть какое-то предложение, вот этот дар, а может быть предложение о новой работе или вот начать какое-то дело. Финансы здесь ложится четверка мечей. Ну вот кто-то, может быть, ляжет в больницу по поводу рождения малыша, могут быть траты. Кто-то может в отпуске сейчас быть или на больничном. Но вообще карта недвижения. Может быть ожидание получения прибыли от ранее проделанной работы. Или у кого-то нет сейчас работы вообще, поэтому тут и с деньгами как-то не очень. Хотя в конце этих 10 дней вы тут то ли вы работу получаете, то ли вы деньги свои получаете. Давайте мы четверку уточним. Нет, ну здесь что-то зависло и нет движения, да, и уже страхи. Ну тут туз пентаклей, знаете, еще может говорить, что кто-то у вас в долг взял, не отдает. Это вот возврат долга. Это может быть реально нахождение работы. И для тех, кто на себя работает, может быть какой-то крупный заказ, проект. То есть какой-то шанс больших материальных возможностей у вас будет предоставлен. У кого-то здесь, конечно, если недвижимость, то вот карты вас предупредили, все проверьте. Если в это время вам кто-то предложит помощь, то обязательно примите. Может быть, реально человек хочет от чистого сердца вам помочь. Так, хорошо, давайте получим совет. Козероги, первая декада ноября. Совет от Оракула. Магические врата. Слушай свое сердце. Я доверяю голосу своего сердца. Сейчас я вам прочитаю. Сердце знает то, что непостижимо для разума. Доверяйте сообщениям, идущим от сердца. Это ангелы и духовные руководители хотят вам что-то сказать. Слушайте их нежный шепот в сладостной тишине и покое. Такой вам совет. Ну и давайте посмотрим маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, козерогам на их запрос на первую декаду ноября. Ответ да или нет. О чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. А я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.